Здорово! Представьте себе мир, где вы можете за одну ночь приумножить свое состояние в несколько раз. Или наоборот, все потерять до последнего цента. Этот мир криптовалют. Высокая волатильность цифровых активов, резкие скачки курса и истории успеха, когда люди становились миллионерами, буквально за несколько дней привлекают миллионы. Но как быть уверенным, что ты не окажешься в числе тех, кто проиграл все? Вот как? Хочешь быть на шаг впереди остальных? Подпишись на мой телеграм-канал, который находится по ссылке в описании. Это твой лучший гид в мире финансов и криптовалют. Это твой билет к финансовой независимости. Администрация Трампа и новая волна интереса. Когда Дональд Трамп пришел к власти, его администрация внесла серьезные изменения в экономическую политику США. Либерализация рынков, снижение налогов для корпораций и крупных инвесторов создали более благоприятную среду для развития новых технологий, включая блокчейн и криптовалюты. Хотя сам Трамп был критически настроен к биткоину, его политические шаги оказали позитивное влияние на финансовые рынки в целом. Кроме того, в период правления Трампа усилилось внимание к децентрализации и технологиям, которые могут существовать вне традиционных государственных институтов. В ответ на растущие экономические и политические неопределенности, инвесторы начали рассматривать криптовалюты как средство защиты своих активов от возможных финансовых кризисов. Просто вдумайтесь, этот момент стал началом нового этапа для крипторынка. И с тех пор интерес к криптовалюте продолжает расти. Снижение ставок ФРС. Деньги ищут новую прибыльность. В 2020 году Федеральная резервная система США снизила процентные ставки до рекордно низкого уровня. Для многих традиционных инвесторов это стало сигналом, что доходность классических активов, таких как облигации и депозиты, резко падает. В условиях низких ставок хранение денег в банке стало невыгодным. Люди начали искать новые способы сохранения и приумножения капитала, и криптовалюты оказались одним из самых привлекательных вариантов. Когда вложения в облигации перестали приносить достаточную доходность, инвесторы обратили внимание на крипторынок. Снижение ставок ФРС сделало рисковые активы более привлекательными. Вложение в биткоин и другие криптовалюты стало одной из ключевых стратегий для тех, кто ищет более высокую доходность на фоне падающих доходов по традиционным финансовым инструментам. Приток институциональных инвесторов, крупные деньги приходят в крипту. За последние несколько лет на крипторынок пришли институциональные инвесторы. Это крупнейшие хедж-фонды, инвестиционные компании и даже пенсионные фонды. Эти игроки ранее с осторожностью относились к криптовалютам, но теперь они стали активно вкладывать средства в биткоин и другие активы. Такой интерес со стороны институциональных игроков стал важным сигналом для частных инвесторов. Если крупные деньги заходят в крипту, значит это не просто модный тренд. Институциональные инвесторы также обеспечивают стабильность и уверенность рынку, так как их капиталы значительно увеличивают ликвидность и уменьшают волатильность на долгосрочных горизонтах. Это привлекло еще больше частных инвесторов, которые видят в криптовалюте не только средства для быстрых спекуляций, но и реальный способ диверсификации своего портфеля. Давайте поговорим об опасности фьючерсов. Это игра с огнем. Фьючерсы на криптовалюты – это сложный и рисковый инструмент, который может принести как огромную прибыль, так и внушительные убытки. Многие начинающие инвесторы не до конца понимают, как работают фьючерсы, и в результате попадают в ловушку резких ценовых колебаний, волатильности крипты. Проблема в том, что фьючерсы связаны с маржинальной торговлей. Это значит, что можно потерять больше, чем вложил. Малейшее движение рынка против позиции может обернуться полным разорением. Поэтому для тех, кто собирается торговать фьючерсами,
или деривативами на криптовалюте, необходимо провести глубокий, тщательный анализ и разобраться в механике этих инструментов. Без соответствующих знаний и опыта такие сделки могут стать серьезной угрозой для вашего капитала. Кроме того, стоит понимать, что крупные игроки, такие как институциональные инвесторы, обладают значительно большими ресурсами и опытом для управления рисками, чего нельзя сказать о большинстве частных трейдеров. Чтобы понять, как правильно инвестировать в криптовалюты и минимизировать риски, следите за нашим каналом. Мы поможем вам освоить все тонкости рынка и не потерять свои деньги. Криптовалюты снова на вершине популярности, и этот тренд подкрепляется экономическими факторами и притоком крупных игроков. Но, как и любой рынок, крипта полна рисков. Поэтому прежде чем инвестировать, важно понимать, что без должных знаний можно не только не заработать, но и потерять все. Подходите к инвестициям осознанно, и тогда криптовалюта станет вашим помощником и на пути к финансовой независимости.